Неля Гурьева. Вячеслав. Без драматургии нет произведения искусства. Мне скучно смотреть на картину, когда хочется спросить, зачем. Одна студентка, не знаю, коллега, конечно же, Александра Крылова, сейчас она была на семинаре, она гениальную фразу кого-то, видимо, продекламировала, вспомнила. Она сказала, что мне с вами скучно, мне с вами спать хочется. Ну а какая, например, драматургия у пейзажа Мане, вот зимнего пейзажа, который вы сейчас видите? Ну какая? Однако около этой работы всегда толчая в музее Дарсе в Париже. Или, например, дама с маникюрными ножницами, которая продана была не так давно, по-моему, за 250 миллионов долларов, фешенская работа, вот это. Мне удалось ее увидеть живьем, невозможно от нее оторваться. Танец его волшебной кисточки. Ну, какая тут драматургия? Маникюрные ножницы, дама, написано очень классно. Вообще Фешин говорил, что не важно что, важно как. Но если у вас возникает, Неля Гурьева, вопрос, зачем, когда вы смотрите вот на два всего лишь произведения искусства, перечисленных, да, но можно к этому добавлять, наверное, тысячи и тысячи. Ну, там, девушка с жемчужной сережкой, да, ну и так далее, и так далее. Вот какая у нее драматургия? Или у Модильяни там обнаженная. Красота живописи в самой живописи. Вопроса зачем не возникает, если это написано так, что не оторваться. Тут вопрос, как говорится, красота в глазах смотрящего, и каждый видит ту красоту, до которой дорос. Так вот, если возникает резонанс с произведением искусства, причем к которому могут вообще не подходить никто на выставке в каком-нибудь музее, а если у вас возникает резонанс, то этого достаточно. Тут нет слова «зачем», вопроса «зачем», когда ты смотришь в глаза любимого человека. Чё ты смотришь? Не возникает этого вопроса. Одного взгляда достаточно, чтобы передать всю лавину любви, которую не нужно передавать словами. Более того, слова в этот момент кончаются. Ты не можешь ничего сказать вообще. Если, например, блюдо, которое приготовили, тебя угощают, например, каким-то блюдом, и у тебя перехватывает дыхание от того, что вкусно. Ты не можешь сказать, что там, какие тут ингредиенты. Может быть, тут чего-то не хватает. Яблочко тут, может быть, не хватает. Зачем это все сделано? Для чего? Кто это придумал? Конечно, на такой вопрос можно, чтобы повара позвали, он наверняка найдет, что ответить такому человеку, который спрашивает, зачем вы это сделали, зачем это вообще, зачем здесь зелень, зачем, рыба, и что это, рыба ли? Друзья, вы там не забывайте нажимать, это всегда нужно делать, такие условия на YouTube. Нужно нажимать то, что нажимается. Если не нажимается, то и не нужно. Без подписки смотрит у меня половина канал. Ну так подпишитесь, что вы пролетите же когда-нибудь мимо, где-нибудь в бане, например, запаритесь и забудете. А тут раз прилетит в бане смс-ка. О, вышел кино новое, дай-ка посмотрю. Это же всегда удобнее. Иван Козин. Чем отличается в цветовой гамме рассвет от заката? СПС. ПЖЛ. Ну, не знаю, чем отличается. Вообще, гамма же сочиняется с художником в этот момент, когда ты начинаешь писать. Может быть, например, любая гамма. Она может, кстати, происходить из недомытой кисточки. Я кисточки не мою, это новое изобретение. Кладу их, значит, в судно такое вот, под таким углом, под углом 10 градусов,
ну, в такой вот, как это сказать, в судно. Коробочку такую с водичкой и порошком. Ну, или какой-нибудь там ферри. В общем, порошок у меня стиральный. Кладу, проводил эксперимент. Стояли кисточки, наверное, месяц. Вообще не мытые. Нормально себя ведут, хорошо. Так вот, от этой вот ты вытащил эту, протер салфеточкой и замешивать новую гамму. Вот от этого цвета, который и может произрасти новая живопись, она будет всегда отличаться от той, которая до этого. А цвет при рассвете, я что-то давно не вставал на рассвете, прям зимой утром. Ну, как-то не вставалось. Облачно тут все в Подмосковье. Мне хочется солнца больше. Ну вот, и когда есть солнце, ну да, но вечером оранжеватое, утром оранжеватое, желтоватое. Ну и пишите себе разные решения. Главное, что мы зимой видим, это холод снега, ну, большей частью холод. Причем односложный. Он в разное время разный, этот холод. Иногда серовато-холодный, иногда прям почти там кобальт или ультрамарин. И если огни, например, зажигаются или закат, да, закатное солнце, вот тут-то и есть контраст между теплом, который отражается на снегу, и холодом самого снега. И он всегда разный в течение дня. Утро это вечер. Мне кажется, разницы нет. Если у вас есть соображения на этот счет, закатистый или утреннистый, напишите. Тут главное найти в тоне вот эти взаимосвязи тепла и холода. Если они найдены, если вы видите, что это убедительно, и если вас это заводит, поднимает на новый уровень вот этот успеха скандального, то надо это делать. Значит, все случилось. Мария Наумова. В последнее время все чаще задаюсь вопросом глубины в картине. Задача – показать в работе глубину пространства, тона, умом и теорией понимаю, что нужно использовать правильную перспективу. Соотношение тональностей, мягкость или жесткость мазка кисти и т.п. Но как только дело касается самой работы, не хватает знаний и практики. Опа. Продолжаю делать наработки и искать решения. Ведь с поставленной задачей хочу разобраться. Вопрос. Что для вас глубина в картине? И каким образом она достигается? У мастера и с ее присущей загадкой. Спасибо за ваш бесценный труд. Спасибо, Мария Наумова, за ваши теплые слова. Глубина в картине строится. Ну, такая лестничность некая. Разбивкой на планы. И сочетание... Вообще ничего не надо придумывать. Вот вы видите там вдали, например, самое темное место. Ну так кладите, зацепились за него. Ага, посветлей. Положили, например, на передний план. Глубина сама появится от того, что будет некая лестничность. Это не придуманная вот эта вот конструкция. Конструкция из пятен, которые выложены определенным образом, ну, взаимосвязи, что темнее, что светлее, что холоднее, что теплее, что зеленее, что краснее, и так далее, и так далее. Вы просто это в сравнении все выкладываете, эту мозаику, она сама произрастет, эта глубина. Это великое, на мой взгляд, заблуждение, когда нужно Значит, воздушная перспектива есть? Есть. Нас же учили все. Значит, все должно растворяться где-то в дымке. А как тут быть? А если я вижу, что оно темнее на заднем плане, что там какой-то там стоит паровоз, чем здесь? Значит, что? Я должен, значит, додумывать и все это как-то сочинять. Ну, сделайте хоть раз то, как вы видите. Вы увидите, как это все вот соберется в глубину. Ну, я так убежден просто. Это из опыта. Это как раз из той области, вот Александр мне напоминает, что Фешин, не пишите то, что знаете, а пишите то, что видите. Вот и пишите то, что видите. Но он дальше добавляет, товарищ Александр Короленков, двоеточие, врите, красиво врите. Тут, конечно, Александр немножко передергивает, на мой взгляд. Но я лучше потом отвечу, вот предлагаю вам на этот счет. Что вы скажете? Значит, Фешин, не пишите, что знаете, пишите, что видите, а Короленко врите.
красиво врите. Что скажете, друзья? А я потом в следующий раз еще на эту тему поговорю. Хочу вас услышать. В конце ролика будет видео о моей персональной выставке в Москве, которая прошла год назад. Предлагаю его посмотреть прямо сейчас немедленно. Ну и там поставить, что надо.